सांब सदा शिव जय जय त्रिपुरारी ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव. Я рекомендую вам просто смотреть на костры, потому что это очень такая сильная форма. Если вам хочется закрыть глаза, можно закрывать глаза периодически и погружаться в себя. Можно открывать глаза, потому что это усилит то, что я буду говорить. Это аналитическая медитация и медитация на саму тему смерти. То есть, что это такое и почему важно про это думать и говорить. Вот в восточной традиции это очень важно. И люди готовятся к этому, к смерти практически всю свою жизнь. И сейчас мы начнем. Мы занимаем любое удобное положение сидя. We will start now. Смерть абсолютно точно случится с нами. Когда мы рождаемся, мы не знаем о себе практически ничего, не можем сказать практически ничего о ребенке, который родился, ни каким его будет жизнь дальнейшая, ни что с ним случится. Но мы абсолютно точно знаем, что когда-то он умрет. И мы ничего не сможем сделать, чтобы остановить нашу смерть. Мы взрослеем на пути к нашей смерти. Сегодня мы на еще один день ближе к смерти. Еще один март ближе к смерти. Завтра будет еще один завтрак ближе к смерти. Еще одна медитация ближе к нашей смерти. Время как будто идет в другую сторону, и времени, которое у нас остается, все меньше и меньше. Подумайте, сколько времени вы сегодня провели на чем-то важном. На чем-то действительно важном для вашего сознания, для вашей жизни. Цель нашей медитации на тему смерти в том, что эта медитация может вдохновить нас на практику. Вы можете решить, что вы начнете больше практиковать или посвящать больше времени практике. Вы научитесь выделять важное от неважного, разделять в вашей жизни. Попробуйте сделать эту практику более постоянной в вашей жизни. Мы ничего не можем сделать, чтобы остановить нашу смерть. И сейчас пришло наше время для практики. Попробуйте, когда я делаю паузы, размышлять именно о том, что я говорю, именно на заданную тему,
держать концентрацию внимания на этой теме. Наша система мира устроена так, что люди умирают в совершенно разном возрасте. Вспомните о людях, которых вы знали, может быть, но которые уже умерли в вашей жизни. Может быть, о тех людях, о которых вы читали в газете или слышали, что они умерли. Поразмышляйте над разными возрастами, в которых ваши знакомые умирали. Иногда бывает так, что в нашей семье есть старый дядя или дедушка, и кажется, что он умрет раньше молодого родственника. Но случается несчастный случай, и молодой умирает раньше старика. Такое случается постоянно. Мы не знаем, доживем ли мы до старости, как мы можем это знать. Подумайте, какая гарантия того, что вы доживете до старости. Вот эти костры, которые сейчас перед вами, у большинства этих людей были планы, может быть, на завтра или на следующую неделю, может быть, на следующий год. Посмотрите на костер. В нашей жизни очень много, что может случиться, что станет причиной нашей смерти. Природные катастрофы. Люди умирают в автомобильных катастрофах, авиакатастрофах. Умирают от неправильного лечения, от врачебных ошибок, от отравлений едой или водой. Поразмышляйте над различными причинами, над всевозможными причинами, от которых люди умирают. Сколько таких причин может быть? У людей в старшем возрасте часто случаются ментальные проблемы. В наших умах очень много недопонимания или неверных концепций. Мы заблуждаемся, ошибаемся. У нас бывают неверные взгляды. Может быть негативное влияние в нашей жизни. Ценности, которые ведут нас в никуда, ведут нас к душевной пустоте. Эти ценности и разные философии, то, во что мы верим, порой приводят людей к растерянности. Люди совершают самоубийство. Люди приходят к самоубийствам, потому что верят, что их взгляд, их точка зрения истинна. Они приходят в тупик и не видят из него выхода. И мы не знаем, может проявиться какая-то ситуация, которая послужит причиной нашей смерти.
Еще раз попробуйте подумать о том, что вы даже представить себе не можете, когда вы умрете. Наше тело очень уязвимо. Оно очень хрупкое. Если мы попадаем в аварию, то металл, стекло впивается в наше тело и служит причиной смерти. Эти твердые тела намного сильнее нашего тела, и это становится причиной смертей в автокатастрофах. Подумайте, как много людей умирает внезапно просто от остановки сердца каждый день. И еще раз подумайте о том, что мы не представляем себе, когда мы умрем. Подумайте о том, насколько ваше тело уязвимо. Вы съедаете что-то не то и получаете отравление. И вот уже через час или через два вы в больнице боретесь за свою жизнь, хотя 2 часа назад ничего не предвещало. Вспомните разные ситуации, которые связаны с хрупкостью тела. Что может произойти, что повредит вашему телу? Сколько всяких вариаций? Время нашей смерти нам неизвестно, это факт. И этот факт помогает нам прийти к заключению, что важно не только практиковать, но наша практика должна быть регулярной, серьезной, постоянной. Что мы практикуем? Мы практикуем освобождение от своих негативных тенденций сознания, от тех внутренних ядов, которые отравляют нас, нашу жизнь и заставляют нас страдать. Жадность, ревность, зависть, злость, привязанность, критицизм и осуждение. Начинать практиковать мы должны прямо сейчас, потому что времени у нас не так много, и мы не знаем, сколько у нас еще есть времени. Начните вашу практику прямо сейчас. Теперь давайте поразмышляем, что нам будет полезным в момент нашей смерти, в момент нашего умирания. Что на самом деле будет важным в этот момент. Подумайте, помогут ли вам ваш статус и ваше имущество. У нас столько вещей в жизни. И даже при жизни это большой груз на нас. Все наши вещи. Мы тратим тонны денег на хранение наших вещей, на перевоз наших вещей, на привязанность к нашим вещам. Представьте, момент вы умираете. Что вы чувствуете по отношению к вашему имуществу?
Ваши любимые сережки, ваша любимая футболка, любимые джинсы или платья, ваша обувь, ваша машина, ваш компьютер, ваш дом. Вы не можете забрать эти вещи вместе с вами. Подумайте, освобождают ли все эти вещи ваш ум в этот момент, в момент умирания. Вы покидаете этот мир и отправляетесь в это неизвестное путешествие. Как ваши вещи помогут вам успокоить ваш ум? А что насчет ваших друзей или вашей семьи? Они могут обеспечить вам некоторый комфорт вашему телу, но они не могут сделать больше для вашего ума, для вашего сознания. И вы не можете взять их с собой, когда вы умрете или когда вы умираете в этот момент. Даже если вы умираете в автокатастрофе вместе с кем-то, то все равно этот путь вы проходите в одиночестве. Мы рождаемся в одиночестве, умираем мы тоже в одиночестве. Мы должны пройти этот путь самостоятельно. Представьте ситуацию, что если ваши друзья или семья не могут понять, что вы хотите, что вам нужно в момент вашего умирания. Вы не можете это объяснить, а они не понимают. Не понимают, что вам надо. Они не могут угадать ваших желаний. Представьте, если они или кто-то рядом с вами начинает драться за наследство, за ваше в этот момент. А что, если они над вами рыдают, умоляют вас не умирать? Каково это будет для вашего ума? Как это поможет вам умереть спокойно? А как поможет вам ваше тело в момент вашего умирания? Ведь обычно тело и становится причиной нашей смерти. Не особо оно нас поддерживает в этот момент. Что нас действительно поддержит в момент нашего умирания, это уровень нашей духовной практики. Духовную практику, которую мы взращиваем в течение жизни. То внутреннее состояние, в котором мы пребываем в нашей жизни. Это то, что будет нести наше сознание дальше в более удачные и счастливые ситуации. Только наше внутреннее состояние останется с нами. То состояние, которое мы обрели, которое мы проработали за нашу жизнь. Оно останется с нами в момент умирания. Поэтому важно практиковать прямо сейчас. И создать намерение практиковать осознанно и постоянно, так, чтобы в момент смерти у нас не было сожалений.
что я абсолютно готов к этому путешествию. Прямо сейчас попробуйте представить этот момент вашего умирания и вашу абсолютную готовность. Вы абсолютно готовы к этому прямо сейчас. Попробуйте зародить это ощущение в вашем сознании, почувствовать его. Еще раз посмотрите на костры. Подумайте о том, как все ваши проблемы, неважно, как все ваши проблемы еще можно решить. Просто потому, что у вас есть еще время. Теперь просто направьте внимание на дыхание и погрузитесь в эти звуки. Почувствуйте энергию этого места и энергию тех людей, которые здесь сегодня собрались. Почувствуйте себя живыми. Попробуйте по-настоящему оценить то время, которое у вас все еще есть. Мы не знаем, сколько у нас этого времени, но каждая минута, каждый день невероятно дорог и ценен. Давайте попробуем погрузиться в это состояние здесь и сейчас и почувствовать каждую секунду,
нашей жизни, нашего существования. Давайте посвятим все заслуги этой практике, всю позитивную энергию, которую мы зародили, тому, чтобы это помогло нам начать искренне и с энтузиазмом практиковать. Практиковать высшее состояние сознания, любовь, доброту. Чтобы мы могли продолжить культивировать ту практику, которую мы уже практикуем, чтобы она нас привела к тому, чтобы найти смысл нашей жизни, к тому, чтобы у нас не было сожалений, чтобы у нас не было сожалений, никаких сожалений в тот момент, когда мы будем умирать. Мы посвятим заслуги этой практике тому, чтобы умереть в спокойном и подготовленном состоянии сознания, а также тому, чтобы эта практика помогла нам жить долго и счастливо и обрести просветление, и чтобы мы стали абсолютно безграничными в нашей способности помогать другим, освободиться от страданий, достигнуть состояния истинной гармонии, истинного счастья. Мы потихоньку будем завершать нашу практику. Всем спасибо, намасте. Я желаю вам всем, нам всем долгой, счастливой жизни, осознанности, не прекращать наших практик и развиваться к лучшему, расти во всех сферах реализации. I wish a long, long, happy life to everyone. Exactly. Om Namah Shivaya. सहस्रलोचनो प्रपीत शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी मृदुशिरांग्रपीठव भुजंगराजमालय निबद्ध जाट जोटक श्री चिराय चायतं चकोर बंद शेखर ललाट चतुरज्ज्वलधनंजलिंबा विलोललोललोचनवललाम भालुलग्नकसिवेति मात्रमुत्तरं कदाचिदेव रम्यं वंदे मां जोरदार बन ताली बजाने लगे वक्त बाबा भोलेनाथ को नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यस्य स्वरूपाय जटाधराय